Уничтожение интеллигенции – это не просто борьба с конкретными людьми, это сознательная зачистка поля от неудобных вопросов, сложных мыслей и альтернативных мнений. Такая политика неизменно ведет к культурному и экономическому упадку, потому что общество без свободы мысли становится беспомощным, а страна отрезанной от прогресса. История 20 века и теперь уже 21 дает нам множество примеров, когда репрессии против мыслящих людей приводили к стагнации и деградации общества. В нацистской Германии одним из первых шагов режима стала кампания против нежелательной интеллигенции. Уже в 1933 году произошла массовая чистка университетов. Сотни профессоров были уволены, а многие вынуждены эмигрировать. Среди них Альберт Эйнштейн, один из величайших ученых 20 века, которого нацисты объявили врагом немецкой науки. Эйнштейн также был известен своей антивоенной позицией, что привлекло внимание нацистов. Учащались оскорбления и угрозы в его адрес, а в одной из листовок даже предлагалась крупная награда – 50 тысяч марок за его голову. Физика, основанная на работах евреев, в том числе теория относительности, была заклеймена как еврейская наука. После прихода к власти нацистов все его труды были либо приписаны арийским физикам, либо объявлены искажением истинной науки. Эйнштейн был вынужден эмигрировать и после публично отказался от гражданства Германии. В 1934 он был его лишен. С 1940 года стал гражданином США. Вскоре начались сожжения книг неблагонадежных авторов. Произведения Кафки, Ремарка, Фрейда, Генриха Манна и многих других были публично уничтожены. Этот фанатизм не только опустошил интеллектуальное пространство Германии, но и привел к технологическому отставанию. В целом, множество ученых, особенно еврейского происхождения, были уволены. Однако не только евреи, но и многие неевреи, ученые с либеральными взглядами, подвергались репрессиям. В Советском Союзе уничтожение интеллигенции шло еще более масштабно. В 1930-е годы Сталин проводил массовые репрессии против своих же ученых, писателей, философов и инженеров. Репрессии затронули и художественную среду, которая нас особенно интересует. Так поэт Осип Мандельштам был арестован за сатирическое стихотворение о Сталине и погиб позже в лагерях. Писатель Исаак Бабель был расстрелян. Композитор Дмитрий Шостакович жил под постоянной угрозой ареста. Подобные чистки не просто уничтожали людей, они разрушали целые направления науки и искусства, вынуждая общество замкнуться в страхе и самоцензуре. Интеллектуальная деградация народа стала следствием этой политики. Сегодня мы видим повторение этих механизмов. Аресты независимых журналистов, преследование историков, обвинения в иноагентстве, цензура в искусстве тех, кто остался. Ничего не скажи и не пикни. Что и делают. Насколько долго этот цикл сможет продолжаться и какова цена, которую заплатит российское общество за эту политику подавления. Если прошлое чему-то и учит, так это тому, что интеллектуальная изоляция приводит к неизбежному кризису – экономическому, культурному, научному. Единственный вопрос в том, сколько жизней будет загублено, прежде чем это станет очевидным не только со стороны, но и внутри. Еще в 1908 году Ленин писал Горькому, цитирую: «Значение интеллигентской публики в нашей партии падает. Отовсюду вести, что интеллигенция бежит из партии. Туда и дорога этой сволочи». Потом оказалось, что словечко «сволочь» не было оброненным случайно. Так в сентябре 1909 года Ленин пишет тому же Горькому, цитирую: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».
после захвата власти Ленин перевел эти, так скажем, эпистолярные изыски на язык карательной практики. Так, перед партийцами и чекистами он поставил задачу надолго очистить Россию от всякой интеллигентской нечисти. Слово так как исказили. Интеллигентик. В советском дискурсе понятие так и приобрело уничижительный оттенок. Еще с тех пор, более 100 лет назад, в тогда еще имперской России его использовали для насмешки или дискредитации интеллигенции. Почему же в Советском Союзе унижали, насмехались и боялись интеллигенцию? Причины этого искажения связаны с несколькими факторами. Во-первых, это идеологическая борьба. Интеллигенцию часто обвиняли в буржуазности, оторванности от народа и ненадежности. В советской риторике ценился труд физический, а не интеллектуальный. Интеллигенция нередко представлялась народу как люди, которые ничего не делают, а только философствуют. Ну и в целом это сарказм. Слово «интеллигентик» намекало на слабость, бесполезность. Также было разделение на настоящую пролетарскую и ложную интеллигенцию. Советская пропаганда поддерживала исключительно свою пролетарскую интеллигенцию – инженеров, строителей, врачей, но критиковала тех, кто выражал инакомыслие или не был связан с рабочим классом, то есть философы, музыканты, художники, писатели и поэты. Но быть интеллигентом – это хорошо, потому что интеллигенция традиционно является носителем культуры, образования, критического мышления и нравственных ориентиров общества. Это люди, которые формируют идеи, осмысляют исторические процессы, развивают науку и искусство, а также задают моральные и этические ориентиры для общества. Чего же так боялись власти? Ну, во-первых, творческая интеллигенция – это независимость мысли, как я уже говорила. Не секрет, что советская власть строилась на жесткой идеологической диктатуре. Интеллигенция же, способная критически осмыслять реальность, представляла для них угрозу, потому что могла ставить под сомнение любые их слова. Тем самым происходил разрыв между интеллектуалами и режимом, ведь многие представители дореволюционной интеллигенции – писатели, философы, ученые были либерально настроены или даже были революционерами. Но после прихода большевиков их идеи больше не вписывались в новую власть, ведь они выступали за свободу мысли, а совковая власть требовала безоговорочной лояльности и послушного поведения. Все мы знаем, что в СССР ценился только образ рабочего, как настоящего строителя коммунизма. Интеллигенцию же часто изображали как болтунов, которые только что-то там говорят, что-то делают непонятное народу, который в значительной мере сформировался из крестьян и бывших крепостных, потому что до революции крестьян было большинство, коллективизация и урбанизация переселила их в города, а советская власть уничтожала или попросту убивала старую элиту. Так что крепостное рабоче-крестьянское происхождение считалось идеальным, а интеллигенция подвергалась давлению. Так что нечему и удивляться. Менталитет, привычки, культурные коды советских людей во многом были продолжением крепостной традиции. Терпимость к лишениям, неуважение к частной собственности, недоверие к интеллектуалам. Конечно же, происходили репрессии против неудобных. Многие интеллигенты попадали под репрессии. Их ссылали, расстреливали или заставляли молчать. Культ страха делал интеллигенцию не только объектом насмешек, но и реальной жертвой власти. Ну и, как я уже упоминала, советская власть поддерживала пролетарскую интеллигенцию, служивших исключительно государственным интересам, но та интеллигенция, которая выражала инакомыслие, подвергалась унижениям. Таким образом, творческая интеллигенция работала вопреки. Но если мы немного отойдем от повествования, то возникает резонный вопрос, на который я уже намекала. Хорошо ли быть творческим интеллигентом? Какие для этого есть доводы?
Ну, во-первых, это образованность. Интеллигенты умеют анализировать и делать выводы. Это критическое мышление. Они не позволяют манипулировать собой. Они могут видеть за пропагандой реальность и не прислуживают. Они сохраняют традиции, модернизируют, развивают искусство, передают знания, научные открытия, философия, литература, музыка, в целом искусство. Все это создают интеллигенты. Советская власть уничтожала и подавляла их, потому что боялась людей, которые сомневаются и задают неудобные вопросы. 2025 год интеллигентиков, мнящих себя, опять зачищают. Также обесценивают и унижают, как морально, так и с помощью бюрократических мер. Устраняется и быстрыми темпами ретушируется любое альтернативное мнение. Также подконтрольные СМИ часто используют теперь уже новые эпитеты и выражения в адрес интеллигенции, такие как национал-предатели, Иуда современности, враги народа, агенты Запада, иностранные шпионы, проплаченные грантоеды, безродные космополиты, отрыжка 90-х, паразиты на теле страны, элита в кавычках, посредственности, которые мнят себя творцами, самозваные лидеры общественного мнения, деструктивные элементы, пособники украинских нацистов, шумное меньшинство, вечно недовольные, продажные души, грантоеды, западные прислужники, стипендиаты Сороса или просто соросята, проплаченные агенты влияния, либеральная мразь, западофилы, культурные носители чужих ценностей, русофобы под личиной интеллигенции, пятая колонна, идеологические диверсанты, рупоры западной идеологии, разжигатели ненависти к своей стране, антипатриоты, враги русского мира, отказники национального самосознания, снобы на зарплате у врага, интеллектуальная обслуга Запада, вирус ненависти к родине. А это были не последние люди страны, между прочим, как и 100 лет назад. И это не просто пропагандистские клише. Повторюсь, это элементы целенаправленной кампании по расчеловечиванию тех, кто осмеливается выражать свое мнение. И таких, как мы с ужасом увидели, можно пересчитать по пальцам. Когда власть боится вопросов, она превращает несогласных во врагов. В нацистской Германии использовали термины культурбольшевики, дегенераты, разложенцы, предатели арийского духа. В Советском Союзе были враги народа, буржуазные элементы, космополиты без роду и племени. Как мы видим, сегодня те же технологии. То, что сегодня поддерживающие боятся интеллигенции, пытаясь загавкать, это лучший показатель их слабости. Разве можно представить сильное, уверенное в себе государство, которое объявляет войну собственным ученым, художникам, музыкантам, писателям? Где логика? Люди борются с современностью. Такое государство не строит будущее. Оно запирается в прошлом и уничтожает все, что могло бы его изменить. И когда нынешний режим уйдет в прошлое, останутся не те, кто клеймил национал-предателей, а те, кто сохранил в себе способность думать, творить, сомневаться. И опять их будут всего несколько тысяч, если кто-то доживет. Если доживете, напишите потом в комментариях. Для начала, пожалуй, стоит напомнить о том, что большевики первым делом создали все, чтобы контролировать людей, то есть цензурно-контрольные органы. Их я перечисляю сейчас на экране. Эти организации работали в тесном контакте со спецслужбами, и деятельность этих подразделений поражает своей всеохватностью. Я уже как-то рассказывала о них на примере казахской культуры, когда КЗСР входил в состав СССР. Чекисты регулярно посещали театральные и эстрадные спектакли, другие массовые зрелища, составляли там протоколы о подозрительных, по их мнению, моментах.
И на этом основании принимались решения о привлечении виновных к административной и уголовной ответственности. Так, к примеру, один из таких контролеров после посещения 10 апреля 1924 года циркового представления Владимира Дурова оформил протокол о необходимости запретить этот цирковой номер, потому что он усмотрел в процедуре с животными агитаторов в лице морских свинок и множество контрреволюционных острот. Безусловно, запретительная практика шла рука об руку с репрессивной. 100 лет назад, в 20-е годы, Россия понесла огромные интеллектуальные утраты. Ее тогда покинули тысячи виднейших представителей отечественной интеллигенции. Уезжали за рубеж философы, писатели, юристы, художники. Покинули Россию выдающиеся представители русской культуры – Шаляпин, Бунин, Репин, Андреев, Бальмонт, Мережковский, Коровин, Шагал. Через 100 лет все повторяется, что отразится на веке 21-22, если он вообще будет. Ведь ядерное оружие остается единственным реальным рычагом давления. К тому же использование ядерной риторики необходимо для собственных граждан, для их внутренней мобилизации, чтобы создать образ осажденной крепости и оправдывать внутренние репрессии. Логика же: если нас боятся, нас уважают. Ну а что простой люд? Пропаганда напрямую влияет на восприятие событий, в том числе восприятие репрессий. Это уже привело за столько лет к закрытости и агрессивному отношению ко всему вокруг. В целом, в этой культуре долгие столетия существует сильная приверженность к авторитетам, а также привычка подчиняться. Интеллигенция, которая выражает протест или сомнение, может восприниматься как отщепенцы или как предатели, что приводит к агрессии со стороны тех, кто поддерживает так называемые традиционные ценности, суть которых так никто ни разу и не расшифровал, что самое смешное. Люди также часто проектируют агрессию на тех, кто осмеливается открыто выражать недовольство, чтобы таким образом не подвергать именно себя риску. Это все привело к нехватке эмпатии. К тому же жизнь в условиях пропаганды и цензуры может привести к постепенному привыканию к ограничениям, что и мешает восприятию правды. В целом это очень сложный феномен, обусловленный сочетанием политических, культурных и психологических факторов. Тогда, 100 лет назад, Политбюро поручило Сталину, Дзержинскому и Семашко выработать план борьбы с антисоветизмом среди интеллигенции. Ленин в угаре ненависти придумал и такую форму репрессий, как насильственные высылки виднейших интеллектуалов за границу. И в письме Сталину он пишет, цитирую: «Комиссия под надзором Манцева, Мессинга и других должна представить списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго. Всех их вон из России. Делать это надо сразу, к концу процесса эсеров, не позже. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов выезжайте, господа». Записка эта не датирована, но, видимо, относится к лету 1922 года. От тех, кого выслали, требовали гарантий, что они никогда не возвратятся на родину. Высылаемым объявили, что самовольный их приезд обратно будет караться расстрелом. Одновременно в газетах дополнительно, видимо, дали отмашку для начала кампании по дискредитации научных достижений этих изгнанников. Они не могут быть действительными учеными, утверждала газета «Правда», поскольку таковыми в состоянии стать только люди с марксистским мировоззрением. Чувствуется, да, параллель с сегодняшним временем? Эту же мысль продвигал и Бухарин. Так, в 1925 году он заявил, что партия пришла к власти, цитирую, «шагая через трупы,
Для этого надо было иметь не только закаленные нервы, но основанное на марксистском анализе знания путей, которые нам отвела история. Необходимо, продолжал он, цитирую, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем вырабатывать их, как на фабрике. Советская пропаганда позже без устали бубнила, что Ленин добивался ликвидации неграмотности населения, мечтал же вырастить интеллигенцию из рабочих и крестьян. Ой ли! В 1921 году в разговоре с художником Юрием Павловичем Анненковым он сказал, цитирую, «Вообще к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг «ликвидировать безграмотность» отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель вполне практична, только и всего. В 1939 году особое совещание при НКВД СССР приговорило Льва Термена, создателя музыкального электронного инструмента терминвокса, к 8 годам лагерей. Термена обвиняли в участии в контрреволюционной организации, но фактически обвинение сводилось к тому, что он в 1927 году уехал за границу и до 1938 не возвращался в СССР. В 1941 году он был осужден к 20 годам лагерей. В эти же 40-е годы репрессировали режиссера, театроведа и искусствоведа Василия Григорьевича Сахновского. В 1943-м солист оперы Большого театра лирико-драматический баритон Дмитрий Головин был также обвинен в антисоветской пропаганде и репрессирован вместе с братом, женой и сыном. Он провел 10 лет в лагерях. Александр Варламов, руководитель Государственного джазового оркестра СССР, в 1943 году был арестован и решением особого совещания был приговорен к 8 годам лишения свободы. Вадим Козин, который, по его собственным словам, аккомпанировал Сталину, когда тот пел русские частушки, с 1945 года пропал из эфира, пластинки не выпускались. Как писал в автобиографии 1959 года сам Козин, за некоторое время до ареста у него произошел словесный конфликт с Лаврентием Берией. Причиной стало невыполненное обещание Берии эвакуировать родных Козина из Ленинграда, где они и погибли. Много лет спустя Козин рассказывал журналисту Феликсу Чуеву, что в личной беседе Берия высказал ему претензии об отсутствии в его репертуаре песни о Сталине. В мае 1944-го он был арестован, а в феврале 1945 года осужден особым совещанием при НКВД СССР на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по 3 статьям: контрреволюционная агитация в военное время, развратные действия в отношении несовершеннолетних и мужеложество. То, что приговор вынесло особое совещание, указывает, что дело было однозначно политическим. Отбывал наказание он на Колыме. Так вот, не один раз, могу предположить, Сталин рассуждал в том плане, что интеллигенция, что она там, всякими фантазиями мается, а мы ей сейчас квартир, да орденов 100 рассуем, она и успокоится. Было, конечно, и такое, оно есть и сейчас, по заветам Ленина-Сталина, как говорится, и сейчас идут по протаренному пути, а кто поддается и готов утопить коллегу, тому рассуют по карманам всего, что он пожелает. Корней Чуковский пишет в эти годы, цитирую, «Я живу в антидемократической стране, в стране деспотизма, и поэтому должен быть готовым ко всему,
что несет деспотия. По причинам, о которых я уже говорил, то есть в условиях деспотической власти, русская литература заглохла и почти погибла. Зависимость теперешней печати привела к молчанию талантов и визгу приспособленцев, позору нашей литературной деятельности перед лицом всего цивилизованного мира. К слову, про Чуковского на моем музыкальном канале также было видео, потому что этот талантливый человек создал рукописный альманах Чукоккола, в котором делился очень многим, в том числе своими мыслями о композиторах. Ссылку на это видео я оставлю в описании. В 1946 году посадили трубача Эдди Рознера. Он, кстати, был одним из наиболее популярных джазовых артистов в СССР, чьи записи были дважды запрещены. Так он был приговорен к 10 годам лагерей и сослан в Хабаровский край, где собрал лагерный оркестр. Арест разрушил его семью. Жену Рознера также приговорили к 5 годам лагерей и сослали под Кокчетав. Оставшуюся без родителей 4-летнюю дочь воспитывали друзья семьи. Эталонная исполнительница русских народных песен, певица Лидия Русланова, также была измучена властями своей же страны. Ее голос обладал большой силой и выносливостью, позволяя ей участвовать в 4-5 концертах за один вечер. В конце 1930-х годов Лидия Русланова была самой высокооплачиваемой артисткой СССР. Ее голос звучал по радио и из граммофонов. Концерты неизменно проходили с аншлагами. С первых дней Второй мировой войны Лидия Русланова выезжала на фронт в составе одной из лучших концертных бригад. В начале войны в репертуаре Руслановой появилась знаменитая песня «Валенки», ставшая ее визитной карточкой. Она давала концерты для солдат в течение всей войны. Вторая мировая война стала вершиной популярности Лидии Руслановой. Всего же на фронтах она дала более 1000 концертов. Как же ее отблагодарили, когда она стала не нужна? В июне 1947 года постановлением Политбюро о незаконном награждении певицы Руслановой и других артистов орденами и медалями Советского Союза Лидия Русланова была лишена ордена Отечественной войны. Вместе с Руслановой наград лишились еще 27 артистов. Ее арестовали вместе с мужем Владимиром Крюковым. Лидии Руслановой было предъявлено обвинение в антисоветской пропаганде. И вот тут интересно, кстати, также в грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах. Кстати, в конце войны, опустошая жилища отступавших немцев, генерал Крюков, ее муж, перевез себе в Москву большое количество мебели, картин и драгоценностей. Впрочем, он был не один такой. Также ее обвиняли в распространении клеветы на советскую действительность. Ей-то уж не знать. В мае 1948 года взялись из-за композиторов. Мурадели, Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Шибалин, Мисковский, которые были отнесены к представителям антинародного формалистического направления. Это мы с вами уже обсуждали, ссылку оставлю. В ходе изучения архивных документов открываются невероятные факты пыток людей с мировыми именами в специальных пыточных на Лубянке и в Лефортове. Так, в 1939 году был арестован Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 2 и 13 января 1940 года наивный Мейерхольд направил 2 письма Молотову. В первом он писал, цитирую: «Лежа на полу лицом вниз, я обнаружил способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин. Смерть. О, конечно, смерть легче этого», — говорил себе подследственный. Сказал себе это и я.
И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот. Так и случилось. Во втором Мейерхольд сообщал Молотову о способах получения от него признаний. Цитирую. «Меня здесь били. Больного, 65-летнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам, сверху, с большой силой. По местам, от колен до верхних частей ног. А в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим желтым кровоподтекам снова били этим жгутом. И боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной. Руками меня били по лицу, размахами с высоты. Следователь все время твердил, угрожая: «Не будешь писать, то есть сочинять, значит, будем бить опять. Оставим нетронутыми голову и правую руку. Остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного и скромсанного тела». И я все подписывал. Я отказываюсь от своих показаний, так выбитых из меня, и умоляю вас, главу правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю мою родину и отдам ей все мои силы последних годов моей жизни. 1 февраля 1940 года военная коллегия приговорила Мейерхольда к расстрелу. Оттепель. Так назвала интеллигенция короткий период после 20-го съезда 1956 года. Появилась надежда, но снова возобновились политические судилища. Инакомыслящих лишали работы, травили в средствах массовой информации. Особенно отличалась газета «Правда». В начале 1957 года критике был подвергнут роман Дудинцева «Не хлебом единым». Автора обвиняли в том, что под флагом борьбы против культа личности он пытается перечеркнуть достижения советской власти. А дело Бориса Пастернака? Оставим рассказ об этом уже литераторам. В ссылке находится Иосиф Бродский, будущий нобелевский лауреат. Выдавили Тарковского, писателя Некрасова, виолончелиста Ростроповича. Численность узников специализированных психиатрических больниц стала быстро расти. По свидетельству тех, кто, будучи здоровым, прошел такое лечение, психушки были страшнее тюрем и лагерей. В 60-е годы был теоретически обоснован по указанию КГБ диагноз «вялотекущая шизофрения», диагноз, позволявший объявить больным любого человека. Приближалось время травли Андрея Сахарова, Александра Солженицына. Записки КГБ от июня 1986 года перечисляются фамилии многих известных писателей, которых якобы обрабатывают иностранные разведки. А они, мол, сами вражеские элементы для страны. Во время перестройки все смешалось. Некоторые бывшие антисоветчики стали певцами советской власти, бывшие антикоммунисты – новокрещенными большевиками, а те, кто клеймил империю, теперь превратились в певцов великодержавности. Есть и такие бывшие инакомыслящие, которые теперь хотят мер по наведению порядка. Остальные же либо забитые молчуны, либо пятая колонна. Конца и края в этом нет. А сколько сейчас политзаключенных? Люди сидят за пустые листочки, выражения своего мнения. То, что сегодня критически мыслящих людей называют иноагентами, предателями и пятой колонной, по сути, мало отличается от ярлыков врагов народа в СССР. Разница только в методах, но цель остается той же. Ну и что вы получите в остатке? Шамана? Цыганову? Киркорова? Баскова? Мизулину? Чичерину?
Кто остался? Все, до чего не могут дорасти умом, вырывают с корнем, вытравливают лучших. Сброд остается. Но ведь вопреки, все равно там продолжает рождаться творческая интеллигенция в лице художников, музыкантов, деятелей науки. Это явление можно объяснить устойчивостью культурного сопротивления. Даже в условиях ограничений литература, музыка, живопись и другие виды искусства стали ареной для выражения человеческой свободы, даже в условиях цензуры и репрессий. Человеческая потребность в самовыражении и стремление к созданию так и остаются мощными движущими силами. Для многих художников, музыкантов и ученых искусство становится не только способом зарабатывать на жизнь, но и способом найти внутреннюю свободу. В условиях репрессий культура, как мы видим, может превращаться в пространство для сопротивления и выживания. Даже в условиях, когда внешняя свобода ограничена, интеллектуалы и творческие люди могут находить здесь способы скрытого сопротивления. Не секрет, что они используют аллегории, метафоры и символику, чтобы выражать свои идеи. Творчество не прекращается, оно просто принимает скрытые или замаскированные формы. В последние десятилетия развития технологий и распространения интернета существенно изменили картину. Художники, музыканты и деятели науки теперь могут находить аудиторию не только внутри своей страны, но и на международной арене, и это условие отличает интеллигенцию нынешнюю от той. Расширение культурного пространства делает невозможным теперь уже полное подавление творческих устремлений. Важную роль играет, конечно же, и личная решимость, мужество тех, кто продолжает творить и верить, несмотря на угрозы. Искусство и наука всегда стремятся к поиску нового. И эта сила всегда будет двигаться вперед, несмотря на любые ограничения. Музыка, литература, живопись и наука способны вдохновлять и изменять общественные настроения, даже если это происходит медленно и нужно очень немногим. Так было всегда. В такой обстановке именно интеллигенция становится носителем более глубоких и сложных идей, которые окажут влияние на сознание людей, но не сейчас, не для этих людей, не для этого поколения, а в будущем. СССР не смог бесконечно подавлять культуру и интеллект, и нынешняя Россия тоже не сможет. Такие режимы неизменно терпят крах. Мы это наблюдали уже несколько раз. Да, к сожалению, она оставляет после себя разрушенную культуру и бесчисленные жертвы. Вопрос только в том, какой ценой для людей этот цикл снова повторится, и извлекут ли из этого урок. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!